Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардио, а это рубрика комментирование игры подписчика. Подписчик с псевдонимом ТОП1 и просили говорить ранг, у него ранг Ферзь, по-моему, 200 или 300 очков. Ну, что-то типа того, короче. Точно не помню, поэтому в конце этой катки мы обязательно посмотрим. Ребят, если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу каточку, то в комментариях будет закреплено сообщение с ссылкой на запись в телеграм-канале. Переходите, читайте там все условия. Условия максимально простые, вдруг чего. Вот. Подписал он этот ролик, как реализовал Марси. Я ему несколько идей озвучивал, как реализовать Марси. И вот посмотрим, как он ее реализовал. Первая идея — это сыграть через эльфов, через кунг-фу эльфы, просто через эльфов. Это вторая идея. Третья идея — через гритеров. Четвертая идея, я считаю ее довольно-таки самой сложной, это сыграть через зверей. Почему? Потому что, ну, лично мне не повезло через зверей сыграть, и меня люто отпинали несколько раз. То есть у меня в целом не получилось реализовать Марси так, как хотел этого я. Поэтому, может, у него получится. Если у него получится, то будет замечательно. Значит, красиво. Удачи на его стороне, удача ему улыбается и все такое. В общем, что еще хотел сказать. Как вы можете заметить на моем фейсе... Что я хотел... простите. Я засмотрелся на его стол и думаю такой, так, а что ж дальше? Короче, сорянчик. Дико извиняюсь. В общем, если как вы можете увидеть по моему фейсу, мой фейс уставший, максимально уставший. Что-то, короче, плохо спал сегодня, поэтому из-за этого такой вот фейс. Но я надеюсь, что на ролик это не повлияет, и на качество подачи контента, и на эмоции все такое тоже не повлияет. Кофеечек, если что, не помогает. Поможет только хороший длительный сон. Правильно? Правильно. Ему пришла луна, да и в принципе ему несколько раундов подряд луна приходила. Я бы взял на его месте. Там, в принципе, есть жезл Киры. И даже если Марси не попрет, то есть жезл Киры. Предметы у него, конечно, шикарные. Давай сейчас луну. Ну, луны нет, зато есть инча. О, кстати, это же хорошая инвестиция в лучшее будущее. Продаем. Плюс эту монетку получил. Короче, смотрите. Меня часто спрашивали, зачем я так делаю вот с инчой. Ребята, вы покупаете инчу одну, вторую, 2 монетки тратите, а через фуру апаете ее в 2 звезды, продаете, получаете плюс 1 монетку. 1 монетка, но со старта это все-таки приятно. Приятно? Приятно. Гримтач 2 звезды, Тиник 2 звезды. Но, честно, столы так себе у них. Максимально такие, ну, короче, у них, у всех столы так себе, мягко говоря. Так себе. У него даже поприятнее как-то стол. Мне больше нравится. У него, во-первых, есть хороший нюк в виде Лины. У него, в принципе, есть луна, которая неплохо будет зачищать спам. Плюс у него есть клокверк в виде танка. Сейчас соберется Тинкер, то... ну, в принципе, можно и так. Баф гоблинов теперь получил. Вообще шикардос. Луну ставят максимально назад. Я, конечно, не знаю зачем. Она же все равно перепрыгнет. И она может сделать так, что она перепрыгнет максимально впритык. Ну вот, кстати, теперь там такой довольно неприятный стол на гримтаче. Хотя, не. Пока что мне его стол больше всех нравится. Ну, кстати, там чел с ником Ферзь. Ферзь, но еще не Ферзь. У него король. Блин, только что прочитал у чувака ник. У него ник Ли Дашенг. А я прочитал Ли Даширак. Кстати, идеально бабчик гоблинов упал, но что-то как-то его нормально так тараторят в табло. Несмотря на то, что у него баб гоблинов упал. Ой-ой-ой, давай еще! Просто львица, тигр. Блин, 2 луны уже пришло. А вот если бы он купил луну раньше. А вот если бы... Буду как старая бабка. А вот если бы купил луну раньше, уже бы собрал 2 звезды. А вот если бы... Так, что тут еще, в принципе, есть из реликвий? Ну, мастерская бума приятная, Мамора приятная. А ну, сейчас он откроет, что там еще. Жезл Киры приятно смотрится. Нож взял уровень, в принципе, такое себе. Гоблинские монетки тоже вкусно смотрятся. Главное, чтобы у него было достаточное количество хп, чтобы он смог реализовать эти гоблинские монетки. Мне в целом интересно, какой билд он выбрал. Как всегда, ребят, если что, я не смотрю ни начала, ни концов. Чтобы мне было тоже интересно, как бы получить максимальное удовольствие от игры.
А вот была бы у него сейчас Луна в 2 звезды затащил бы. Ну, чего нема, того нема. Правильно, правильно. Закон подлости. Смотрите, мы сейчас Винстрик сбили. На следующем раунде к нему приходит Луна в 2 звезды. Отвечаю. Так оно и будет. О, 2 звезды Трекса. Понял, принял. Понял, принял. Это плохо. У него сейчас слабый стул. Очень слабый стул. Ролл это поставил. Ну, а толку от этих роллов, правильно? На самом деле, здесь еще, если жезл Кир ему падает, он может себе собрать билд, тролли плюс Луна. Тоже прикольно будет выглядеть. Единственное, что ему нужно будет предметы. 200 хп у молодого. 200 хп у Тиника. Ты чё такой жирный, падла? Ты чё, в качалке пересидел? Откуда у тебя столько хп? А, тут же 4 орка. Тьфу-то. Я это думаю, откуда у него столько хп? 200 хп у молодого, прикиньте. О, резачок. Time to резак. Цветку продал. Но по деньгам у него пока что все отлично. Он даже может выйти в 20 монет. Будет это делать или не будет это делать? Не, ну прикол. 200 хп у Тиника на 2-м уровне. Нормально. Если бы это был Джаггер, было бы вообще шикарно. Не знаю, я бы на его месте сейчас бы распродал бы стол немножко. Я бы убрал 2 волшебников и инчу продал бы. А, кстати, я так губу еще сегодня прикусил. Неприятно, боже. Он так побаливает. Сейчас не вспомнил, поэтому решил сказать. До этого не болело. Я просто ее только что чуть-чуть прикусил. Не, что-то как-то, ну, по апгрейду всего очень грустно. Максимально грустно по апгрейду. Цветка продал, цветка пришла. Ну, ему панда нужна, объективно. Такой решил психануть и такой думает, да иди ты в баню, Луна. Иди отдыхай, иди почиль. Я лучше в Лину закину предмет, это будет намного импактнее. А он будет панду покупать, чи не будет? Ну, раз панду не покупает, значит там что-то будет намного лучше. Значит, что-то другое. Скорее всего, будут эльфы. Билд через эльфов. Хотя кто знает? Кто знает? Правильно? Топ не один знает. Припуз. Кстати, ник прикольный. Припуз. Припузик. Ну, типа припузичек. Извините, у меня уже фляга потекла немножечко. На самом деле, вот сейчас в моем состоянии, как я сейчас сижу, такой более-менее сонный, такой, я расслабленный, такой, просто сижу, кайфую, релаксирую. Прям, ну, одно удовольствие. Правда, ему сейчас резака срежут. Ну, ничего страшного. Бывает. Это нормально. Некор. Некор это хорошо, но нужен ли он? На самом деле нет. Но зато сейчас он получит халявный ролл. Реализуем, получается, гоблинов. Но ты, кстати, вместо Тинкера продал. Если, ну, сейчас по закону подлости. По закону Архимеда. По закону подлости. Сейчас придет Тинкер 2 звезды. Мне на самом деле сейчас такая расстановка, ну, не нравится как-то. Они, мне кажется, тратят время на свой прыжок. Это не секундочка. Ну, хрен с ним. Только не откисни. Только не откисни. Не должен. Не должен. Не должен. Нормально. Нормас. Живет. 85 хп, 30 монет. Это почти идеальный. Не, это идеальный инкам. Ну, можно лучше, конечно, но у него в данном случае идеальный инкам. Еще и разор пишу. Можно взять. Мамора! Кунка! Яичко! Одно лучше другого. Вот ты падло. Где Марси? 2 трента, отлично. Еще яйцо. Да покупай. Ну ладно, не покупай. Мортретка. Баф людей фуловый поставил, прикиньте. Омник. Бери омника. Луну продавай, она тебе не нужна. Бери Мамор, все, давай Марсия туда. Отлично. Ну, теперь, ребят, читаем. Ставим ролик на паузу и пишем, на каком раунде у него появится Марси 3 звезды. Кстати, он выиграл раунд.
Если что, у него сейчас баф людей стоит полный. Ой, как вкусно по уровню. Ой, как вкусно. 8 опыта. Не, подожди, 6 опыта как с куста. Ням-ням. Как вкусненько. Ням-ням-ням-ням. 9 эльфов. Ну да, кстати, 9 эльфов как-то поприятнее будет выглядеть, правда. Хотя почему правда? Ну, кстати, пинг будет. Вот 1000 пинг, нормально. Дефолтно. Что я хотел сказать? Вот что вспомнил. Вспомнил, что хотел сказать. В принципе, он реально может керить сейчас мартретку. Под эльфами будет у него неплохо все. Правда, теперь по деньгам у него не очень приятно. Но он рискнул. В принципе, считаю риск оправдан. Медальончик упал. Хорошо. Сейчас, если Трентуха придет еще и в 2 звезды, то будет вообще замечательно. Пошел на раздачу. Пошла мартретка. Пошла. Стерли в порошок. Ну и ничего страшного, ничего страшного. Бывает. Кстати, винстрик заберет, да? Давай. Ну, пожалуйста. Элементарно Трента не хватило, прикиньте. А как же Фурион должен прийти, а? Алло. Не, это что-то не то. Это какая-то подстава подлива. 2 из 9 Мамора пойдет. Это какая-то подстава подлива. Обычно, когда ты так проигрываешь раунд, что тебе, ну, реально чуть-чуть не хватило, то это означает, что правильно, то, что тебе следующий раунд должен прийти был персонаж, который улучшит твой стол и усилит его. А где? Кстати, 2 Мамора обузятся. Одна его. Я его Мамора посчитал, что кто-то тоже ее обузит. Так, тут Кусик обузится. Значит, тут будут воины. Походу меня дурит, что здесь будет Марси. Походу. Ну, хотя тут у него Мамора. Либо же она слишком рано ему приходит. И тогда все замечательно. Либо же все плохо будет. Ферзь прервал победную серию игрока графа. Тот, кого он почти дожал. Просто рыцарями задушил. Душными рыцарями. Как же все плохо. Кунка. Кунка хорошо, я бы брал. Так, Марси 2 звезды, хорошо. Жрецов поставил граф, прикиньте. Просто в моменте такой решил. Перестроюсь. Зачем, конечно? Скорее всего, он будет играть просто на жрецах. Прикольчик. Тоже поставил 2 эльфов. Больше отхила. Надо еще трентов немножко рядом поставить, чтобы они подхиливали хорошо. Ну, тут он победил, скорее всего. Да, победил 100%. Даже не скорее всего, 100%. Чел играет на лустрике, 80 монет, у него гоблинская реликвия там. Кайфует. Кайфует молодой. А что-то типа друид сегодня будет? Я, знаете, у меня ментальная с ним связь, стопне. И я более чем уверен, что он сейчас такой сидит и думает... Друидика бы, конечно, хотелось бы. Ну, прям чуть-чуть, чуточку бы хотелось друидика. Ну, что-то типа почувствовать друидика. Ну, прям чуточку. Немножечко. Но на самом деле, знаете, изичные катки, это, конечно, круто. Но намного круче, когда у тебя потная катка, и ты ее, не знаю, вытащишь из самого дна хотя бы в топ-3. Вот это вот реально крутая каточка. Инсектоидов не в чёт. Инсектоидов мы не любим. Общество без инсектоидов у нас. Правильно, ребят? А ну-ка в комменты накидали плюсов, кто со мной согласен. Общество без инсектоидов. Комменты, плюсики. Можно, да. Только хотел сказать, что надо коррозию брать, потому что минус 6 армора это сильный предмет. Особенно под критые мартретки. И особенно, кстати, это будет хорошо сочетаться с Марси, который будет, извините меня, бить по минус броне. А, соответственно, если он соберет кунг-фу... Хотя, не знаю, ну, наверное, попозже. Короче. О, друидик, спасибо. Вот это вот подгончик. Вот это тоже по-братски. Вот это уже хороший подгон. Молодец. Вот это вот за это мы ставим лайк. Правильно? Короче. Если он будет собирать кунг-фу, то смотрите. Если у него будет... 3 из 9, ясно. Там оно не вырастет. Он быстрее соберет еще одно яйцо в 2 звезды, нежели у него Мамора вырастет. Отвечаю. Короче. Когда у него будет Марси в 3 звезды, и будет, допустим, синергия кунг-фу сверху. Если у него будет...
Я просто смотрю, насколько он просто двигает мышкой, прям такой типа, где мое улучшение? Где мое улучшение? Да. Короче, я разделяю всю его боль. Вот прям вдоль и поперек разделяю всю его боль. Ну, короче, вернусь все-таки к Марсу. Собирает себе синергию кунг-фу. Полностью, да. У него будет первого тира предмет на минус армор. Придет ему третьего тира предмет на минус армор. Напомню, Марсе не нужны предметы на скорость атаки. Ей нужно как можно больше сейв предметов и дамага. И вот эти вот два предмета первого тира, который минус 6 брони дают, и третьего тира, который дает минус 12 брони, стакается. Если еще сверху кирасу накинуть, то там будет минус 30, минус 40 армора. И вот представьте, все это сочетание с кунг-фу и со зверьми. А? Как вам? Я считаю, это полный развал. А это проблема теперь. Вот это вот проблема. Проблема, что там разор с посохом третьего тира. Это проблема. Неприятная, некомфортная проблема. Потому что этот разор может спокойно чистить его стол без, без смс-регистрации. Оп, цемка попала. Керри цемка, как вам? Ой, сейчас Джаггер раскрутит его. Ой, ой, как больно. Попа болит. Я более чем уверен, что он быстрее. Это неожиданный мув. Я не думал, что он яйцо будет кидать в мартретку. Вообще даже как-то не подумал, но он сделал себе хорошее усиление. Я так понимаю, челы такие думают, сейчас я найду МКБ, и я этого эльфа вдоль и поперек, пока он там сидит на своих эльфах. Ой, 9 магов. А то ситуация-то патовая. Кстати, это... На минуточку челик с винстриком. Будет палить нам? Выиграет он его или нет? Ну, может быть и шансы есть, кстати. Если все сработает хорошо, то шансы есть. Главное, чтобы он по иллюзии не бил этот. Да! Хорош. Просто лев, тигр. Красава. Да, о, двоится. А вот не апнул бы он мартретку. О, лагуну стрела, хорош. Хорош, хорош. Не апнул бы мартретку, у него было бы 3 яйца. А там бы Марси бы нашел себе, апнул бы себе Марси. Но на самом деле не апнул бы он себе мартретку, то вряд ли бы он затащил. Вряд ли. 5 из 9. Нормально, нормально. Растем. А тут 7 из 9. Ну, там воины собираются. Вот воины неприятные, дико будет неприятно. Но там еще и 9 магов есть, кстати. Тоже не надо сбрасывать их со счетов. 9 магов, это, думаю, даже по как бы неприятнее будет. Хотя на самом деле 9 магов можно будет спокойно законтрить. Спокойно. Просто шарбезно выпал, и ты все 9 магов можешь спокойно контрить. Можешь еще там плащ-пальто первого тира наролить, если тебе прям слишком сильно больно. И все. Ой-ой-ой, Манки Кинг. Манки Кинг это хорошо. Будет ролить или будет дальше играть? Раз он Манки Кинга взял, то скорее всего он будет играть через кунг-фу. 5 из 9. Но на его месте я бы, наверное, попробовал все-таки ролить. Тут 7 из 9. Попробовал ролить и найти Марси. Находит 4 Марси, он апает ее в 3 звезды. Но я так понимаю, он не хочет тратить яйца, он хочет оставить их для Манки Кинга. Посмотрим. Но ему нужно, кстати, еще клевер будет. Да, ну там 2 шикарные реликвии ему упали, 2. Эльфов он пока не может поставить именно с Фурионом. Кстати, ему за все время еще не пришла ни одна Марси и ни один антимаг. На секундочку. Подождал начала нового раунда, потому что если бы он заюзал чуть раньше гублинскую реликвию, то стак бы пропал. 5 из 9. У него соревнования с тем челом, который сейчас собирает себе Хускара.
Я ставлю ставку, чтобы топ-1 соберет быстрее. Ой, еще 2. Ой, еще 3 маморы появилось. Хорош, а что вы будете? Что вы делаете тут? Ну да, ну да, ну да, ну да. Запомните вот этот вот ник с иероглифами. Запомните. Тут воин собирается. А нет, тут маг собирается через вайперов. Прикольно. А тут Лина. Тут, получается, боги-жрецы будут. Или непонятно, что тут будет вообще. Короче, запомните вот эти вот иероглифы. И проверяйте. Чел сейчас займет топ-1, потому что он орка-шамана найдет в 2 звезды, найдет хороший предмет ему сразу с первого раза, как это бывает обычно. И все, финита ля комедия. И все. И песенка спета. Как же Мартретка разваливает, боже. Обожаю этого персонажа. За 3 монетки она делает уйму вещей, особенно если есть парочка хороших предметов. 17 хп осталось у того чела, который будет орка-охотника. Ой, орка-охотник. Какой орка-охотник? Ты что, совсем больной, Саня? А ну, успокоился. А ну-ка. Доширак, что у тебя там? 8 из 9. Но я все равно верю в топ-1. Верю в него. Верю, что он скоро вытащит Марси. Там еще один чел Марси собирает. Очень неприятно так. Я-то думал, в чем прикол? Но это закон подлости, знаете, когда вы что-то хотите собрать, кто-то параллельно тоже решает собрать такой же билд, как вы. Закон подлости в собственном соку. Без смс-регистрации, ребят. Обращайтесь. Кстати, я не помню, сейчас миссы сработали, почему... вот теперь нормально. Мне просто только что стало интересно, почему Лина бьет Мартретку, но не появляется иллюзия. В чем прикол был? Идет в уровень, хорошо. 7 из 9, хорош. Давай, давай. Не хочу сгладить, но надеюсь, что к 25-му раунду ему придется сейчас Марси в 3 звезды. Чего Мартретку хочу назвать? Я понимаю, что мне персонаж настолько хорошо нравится, но чего Мартретка я хочу назвать? Ну, фуру можно, в принципе, оставить, либо продать. А мало ли, не, на самом деле... Правильно, кстати, он сейчас делает, он, если что, покупает гритера. Ну, кстати, я сейчас обратил на его хп и на его монетки, у него все идеально. 72 хп и 80 монет, это шикарно. Так, Ферзь, здорово. Как дела? Отхила нет. Без отхила Мартретки тяжело. Ферзь, походу, пока. Или нет? Понял. Зачем я говорил? Так, отлично, успел. Взял монетку, апнул уровень. Хорош, красава, быстренько все сделал. Быстро, оперативно, красиво. Берем уровень? Берем, естественно. 10 берем. 79. Ах ты ж падло. 14 раундов, если что. 14 раундов стоит у него Мамора. И 14 раундов ему он ничего не приносит. А напишите в комментариях, у кого сколько раундов Мамора рожала с 10 раунда в 3 звезды. Вот максимум ваш. Максимум, который вы видели. То есть там 20 раундов, 25 раундов, 30 раундов. Кто дожил до такого вот состояния, что 30 раундов вот сидел с Маморой, и она ему ничего не принесла. Да, там Мартретка заряженная. У него пока что эльфы будут посильнее у этого персонажа. Закон подлости. Серьезно, это реально закон подлости в собственном соку. Он играет на эльфах, и еще один чел тоже решил сыграть на эльфах. Ну, кстати, Рубика, если собрать в 3 звезды, то очень полезный персонаж зачастую. Может столько грязи намутить, что будь здоров. 80... Давай, пожалуйста, пожалуйста. Смотрите. Не знаю, вот так, короче, пусть будет. Марси в 3 звезды. Там Орк-шаман уже пришел в 2 звезды. Но пока что предметов нету. Орк-шаман может не вытащить. Предметов нету, пока что ему туго. Найдет он Аганим?
Либо же посох третьего тира. Вот это тоже будет огромная проблема. А лучше и то, если найдет, то все там будет Габелла. Будет Габелла Изабелла. Жетон отступника. В принципе, неплохо, кстати, можно оставить. Где-то Зесса... Не, хрустальный топор. Ну... Давай, пожалуйста. Давай. Ну? Граф, ты задержишь всех. Давай. Мамора. 3 звезды. Марси, 3 звезды. Граф Паш проиграл мобам. Давай. Да чтоб тебя в лесу закопали, ты, Мамора. Тварь мухоморная. Сейчас он будет получать 19 момент. 19 момент. Я хотел снова сказать момент, прикиньте. Сейчас он будет в любом случае получать 19 монет за проигрыш либо победу. Поэтому он, в принципе, может 81 монету остаться. Так, почему я так удивился насчет выбора предмета третьего тира? Я бы взял все-таки хрустальный топор. Но он взял взгляд Азеса. Это не ошибка, если что. Почему? Потому что, когда Марси в 3 звезды, под взглядом Азеса, она, когда вот это вот тикс работает массовый, там замедление скорости атаки будет такое невменяемое, что просто. Это, грубо говоря, Вайпер на максимум... Ну, как Вайпер замедляет. Вот только Вайпер пассивкой дамажит этим взглядом. Только, а вот Марси... На Марси ж не работает замедление Вайпера, поэтому ему плевать абсолютно будет на этого Вайпера. И он сможет спокойнее дамажить. Ну, а замедление скорости атаки от Марси будет просто космическое. Но я бы все-таки брал хрустальный топор. Слишком много дает хрустальный топор. Минус 18 брони под кунг-фу. Пока что под эльфами, но все равно это было бы сильно. Ему на самом деле вообще бы шарбеза найти. Он либо уже руки опустил, либо я не знаю. Знаете, так смотрит уже, такой думает, как вы меня все достали. О, Манкикин. Хорош. Апгрейд есть. Смотри, кто тебе пришел. Смотри, какая ты молодая. Ты куда ты пошел? Остановись. Шаман легендарный пришел. Наконец-то. Так, он поставил 7 эльфов у него есть. Можешь одного эльфа продать. Кого продашь? Предметы на скорость атаки. Ну, о, да. У тебя же 2? О, у тебя же еще и 2... Не. Ну... Хрустальный топор? Хрустальный топор? Ну ладно. От Дума себе защитил. И все равно Дум прилетел. Вкусно-то как. Так, отлично. Ну, да, он себя как бы от Дума-то защитил этим мифриловым доспехом. Но насколько рентабельно было 2 пары арканцов выкидывать? Успеет ли он ману на регене теперь? Это нам предстоит узнать. А что там по Фуриону? Фурион? Ой, Фурион, Лундриид. Сори, что-то я поплыл. Что-то немножечко поплыл, кстати, спасибо. Да в эрку скипай. Зачем она тебе? Ты ее все равно апать не будешь. Мартетку еще можешь папать, а вот в эрку нет. Правильно. Ой, хорош. А что по Лундруиду? Если что, у него 20% шанса на фиолетовую фигуру. А Лундруида нет. 2 мага очень неприятных. Ему по-любому нужен шар бездны. Без шара бездны ему будет здесь максимально туго. Ой, вы видели? Он только что Марси просто с плюхи. Ой-ой-ой, как хорошо. Ой-ой-ой. Ой, хорош. Отличный предмет. Короче, у него сейчас был двойной урон. Еще Винстрикс бил. Сюда, сладенький. Короче, что только что произошло и почему так жестко он только что ему напилил в табло. Во-первых, это жетон отступника.
по такой же синергии, либо, короче, по такой же расе, либо синергии наносится плюс 50% урона. И вот в его случае это сработало вообще шикардос. Потому что ему пришел эльф. Понял. Просто психанул только что, я так думаю, да иди в баню. И продал. Точнее, собрал так. Это жестко. Ему реально жестко не фартить что-то на друидов. Он прям, знаете, такой топорно идет вот в то, что вот захотел. Это вот 4 кунг-фу, 6 эльфов. Все. Короче, ему бы в идеале сюда найти клевер. А вот представьте теперь, у него был бы жетон отступника и хрустальный топор. Там было бы то на дом... Не, ну короче, мифриловый доспех это в любом случае не ошибка, потому что, во-первых, это куча, еще раз говорю, антиконтроля. То есть обезруш какой-то прилетит, сайленс и тому подобное, мифриловый доспех защитит от этого. То есть это хороший, отличный сейф предмет, но только засчитает от одного таргетной способности, либо же от одной таргетной... Короче, вы все прекрасно поняли. От одного таргетного скилла. И все. Ну блин, 9 магов это проблема. Воинов он сейчас ощущать не будет. У него есть Марси, она плотная, она хорошая, она мощная. И, кстати, может даже эльфов скипнуть. Раз здесь столько магов, ему реально не нужны эти эльфы. Он сейчас в тупую может поставить морских. Серьезно, может поставить морских. Если ему Шарбеза не упадет, то он может спокойно поставить себе морских. И все. Ну, кстати, еще вот этот вот взгляд Азеса будет хпреген резать. Хотя на самом деле против Вайпера я думаю, что вообще плевать. Ну, еще знаете, в чем прикол? Если сейчас вот этот Вайпер найдет себе щит 5 тира, то будет проблема. Мастерская бума отличная. Отличная реликвия. Меняем. Да чтоб ты обосрался и воды не было. Бог ты мой. Бог... Ну так какая же ты падла на рандоме. Вот все хорошо идет, нет, тебе надо нагадить. Надо какой-то дев ставить. Он правильно сейчас делает, что выходит из инкама. Правильно делает. 2 морских чуть-чуть, но помогут ему. Чуть-чуть, но помогут. Знаете, это как затычка в одном месте. Там даже Хускар нашел себе Шарбезна. Там сильные маги. Там маги с посохом 3 тира. Это проблема. Это для него проблема. У него нет сейф предметов. От магии. Нету ни БКБ, нету ни Шара бездны. Это плохо. Ладно, что ж. Есть подозрение, что если он не найдет Шар бездны, то у него тут все шансы отлететь в топ-3. Продал мартретку. Интересно решение. No! Живи! Жить! Как хочется жить! Живи! Давай! Давай! Ну! Ну! Ух ты! Почти ваншотный. Вот сейчас бы у него был бы Шар бездны. Кстати, он сейчас может попробовать рольнуть Шар бездны. Он бы его просто разорвал. Взял бы... Так, хорошо, морской еще один есть. Отлично. Ну да, у него там так синергии кунг-фу нет. А... Что? Стоп. У него было 3 волшебника? А, точняк, он же там в моменте поставил себе... Короче, я тоже затупил за этот момент. Прикиньте, я смотрел, но я затупил за этот момент. Я затупил за момент, что у него 3 волшебника стоит. Ну, бывает. Вот теперь, на самом деле, это стоило ему только что победы. И, возможно, он мог еще и вылететь. Если бы ему там маг жестко продырявил. Но все обошлось пока что. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот сейчас он мага 100% вынесет. А если еще сейчас посох, точнее, Шарбеза найдет? Не, кливер не скипай. Кливер, отдай кливер. Можете кливер дать. Быстро.
Ну, конечно, это было смешно, то, что у него было 3 волшебника. Я сам как-то на это внимание не обратил. Я был весь погруженный в катку. Там 2 предмета отличных, но ему нужен хп-реген. Да, убирай медальон. Отсюда. О. Может... Да. Клевер мне больше нравится. Хоть и это сильно, на самом деле, то, что... Мог бы, кстати, фуру купить вместо мартретки, раз он ее не собирает. Покупай. Медузу. Есть тролличок, кстати. Приятный, на самом деле, билд. 4 морских. 60% поглощения от магического урона. Это первое. Второе, у него фул кунг-фу. Еще и эльфы против физического урона с руки. Вкусно? Вкусно. Потная катка. У меня аж самого, знаете... Меня аж самого немножечко, ну... Там эльф есть? Там остались только маги. Ну, можно поискать, попробовать БКБ на самом деле. Не? Я и моя удача. А ну-ка, ребят, пишем в комментариях, кто себя только что увидел, когда ищет определенный предмет, который ему нужен. Кто себя увидел только что? Я себя полноценно увидел. Ну, кстати, можно... ну да, там же остались только сейчас одни маги. Поэтому, в принципе, 2 бога поставить это достаточно будет. У Марса тогда вообще не будет, когда на способности вообще плевать будет. Максим... А ну-ка, душани его. А ну-ка, расскажи, кто тут батя. А ну-ка, дай ему... Сейчас 35-й раунд. Но сейчас-то точно он найдет шарбезны. Сейчас-то он должен точно найти шарбезны. На самом деле он может Трента скипать, поставить 4 богов. Но Трент просто хилит. Как-никак, но он хилит. А мифриловый доспех он не может ролить. Но сейчас ему, если БКБ падает, то вообще шикарно. Он ждет. Правильно делает, что ждет. Найдет БКБ, все будет прекрасно. Красивый билд, на самом деле. Оцените. Реально выглядит сочно. Если он находит БКБ, то он может этого Трента полностью скипать. И ставить вместо Трента 4-го бога, и все, и до свидания. Вкусно? Вкусно. Как я давно Марси не видел. Боже, аж приятно на это смотреть, отвечаю. Очень приятно на это смотреть. Ну, спасибо. Идеальный предмет. Battle Fury хороший предмет. А может... О, ну, пойдет. Жетон скипай. Да, вот так вот. Вот, отлично. Короче, Battle Fury, если сейчас будет срабатывать массовая атака, то естественным образом будет... Короче, как работает синергия кунг-фу? Вдруг кто не знает. Все предметы, которые у вас дамажат, тоже на них срабатывает синергия кунг-фу. То есть кунг-фу убивает не только с руки, но и предметами. То есть какие-то радики, шиты 5-го тира, предмет 2-го тира на возвратку. Тоже это все работает, это все очень сильно, это все очень мощно. И это прям развал кабины. Поэтому Battle Fury своей АОЕ-тычкой тоже, скорее всего, будет срабатывать на кунг-фу. Да не скорее всего, 100% должен срабатывать. Массовый урон должен сейчас 100% срабатывать. Так, там орк-шаман. Ой-ой-ой, нет! Фух. Марси не смогл... О, топор. Честно? Я только что на очке был. Маска. Я только что был на очке, потому что у него были огромные шансы только что проиграть. Но Марси не смогла, антимаг зато смог. Антимаг молодец. Тупо лайк. Четвертого бога можно поставить вместо Трента, в принципе. Ну, можно было бы. Но Трент хилит. Неплохо хилит. Но там есть, как бы, думчик неприятный. Да и плевать на этого думчика.
Мгм. Подальше поставил. Да. А ну-ка, куда Дум прыгнет? Дум сейчас вправо прыгнет. А он... А он что, дурак? Он же вроде бы, по сути, должен был бы к Медузе прыгнуть только что. Так, Марси, давай, давай, Марси. Ты что, прикалываешься? Почему сработал... Надо посмотреть сейчас предметы противника. В любом случае, он его вынес, но все же. Надо посмотреть предметы противника. Скорее всего, у этого противника, кстати, спасибо за лон руина, очень вовремя. Не обратил внимания, конечно, до этого он падал или нет, но он мне в глаза бросился, поэтому решил посмотреть. Вот. О, жрица. А жрицу не хочешь поставить вместо Дума? Ты, в принципе, и так ваншотаешь. Не? Ну ладно. Ну и ладно. Короче, мифриловый доспех по какой-то причине только что не сработал. По какой? Кто знает. И почему-то у него Дум прыгает конкретно к антимагу. Он же должен был к Медузе, по сути, прыгнуть. Интересный момент. Интересный момент. Сейчас он будет его сносить. У него слишком много теперь всего. Да, все, пошел, 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 пошел. Да, микростана есть. Ну как же плевать Марсе. Уф. Уф, ваншотики, хорош. У него второй, по-моему, у него предмет, короче, там был, который дает таргетное сало. Ферзь 100 очков. Так, попка. Опа! Обожаю Марси. Подожди, а где таргетное сало? Я сейчас не понял. Ну ладно. Таргетного сала, походу, не будет. Да, там концовка уже, все. Таргетного сала не будет. Короче, там, по-моему, предмет 4-го тира, который дает таргетный сайленс. И из-за этого таргетный сайленс полетел в Марсе. Марси не смогла заказать. Точнее, мифриловый доспех сбросил этот таргетный сайленс. И сверху такой Дум. Но это было вот предыдущий раунд было максимально на тоненького. Потому что, как вы видели, ну, я в моменте подумал, что он его проиграет. И довольно-таки сильно проиграет. У него не так много хп. Вот реально не так много хп. Ну, что могу сказать? Билд классный. Классно перестроился. Досидел Мамору. Рискнул. Победил. На самом деле это игра про риск. Это все-таки мини-казино, грубо говоря. Классная каточка. Просто релакс максимальный. Но в моменте, знаете, я вот прям так нервничал. Я думал, что он там... Вот, ну, такие тонкие моменты были, где его вынесут. Вот прям на соплях все вытащил. На соплях. Вот реально, знаете... Ну, катка полна эмоций. Неожиданный поворот событий. Я думал, что он в топ-3 зайдет. Я не думал, что он займет топ-1. Получилось все красиво. Все грамотно, красиво, все замечательно получилось. Но вот Шарбезный, конечно, его приколол. Жизнь жизненная, согласитесь. Ну, добавить нечего. Классный билд. Все шикарно, все замечательно. 2 богов хватало с головой, 4 морских сверху против магов оставил. Эльф вылетел, поэтому эльфы не нужны были. Мог сидеть, конечно, но тогда бы он, скорее всего, ну не скорее всего, он 100% бы отлетел, если бы не поставил морских. И в моменте я вот не заметил, когда у него стояло 3 волшебника. То есть он сам провтыкал этот момент, и я тоже этот момент провтыкал. Но я просто наслаждался каточкой, смотрел, что происходит на катке. С некоторых моментов кринжовал, потому что ему лондруид не шел, и он такой думает, да куплю 6 трентов, и все, и апну 3 звезды. Ну, прикольная катка. Очень прикольная катка. Мне зашло. А вот как вам эта каточка зашла, вы напишите в комментариях. И, ребят, дайте мне полноценный фидбэк по данной рубрике. Что вы о ней думаете? Что стоит добавить? Что стоит раскрывать? Как лучше, может, там, не знаю, более как-то раскрывать персонажей, сборки, в конце подводить какой-то другой итог. Короче, я и так все это делаю, но все же, ребят, дайте мне полноценный фидбэк по поводу этой рубрики. Мне очень интересно, насколько она вам заходит, потому что аналитика Ютуба показывает разные цифры, но я хочу конкретно от вас узнать, как вам она. Поэтому, ребят, в комментарии пишем, как вам эта рубрика. И не забудьте поставить свой лайк, потому что лайк помогает мне продвинуть мои ролики и мой канал в целом в рекомендации, в тренды. Соответственно, больше аудитория, больше массы и все такое. Вот. А кто не подписан на YouTube, то подписываемся. Скоро 2000 подписчиков. Скоро. Поэтому каждая ваша подписка мне очень важна. Кто не подписан на телеграм-канал, тоже подписывайтесь, потому что у нас там есть чат комьюнити и все такое. Все общаемся. Кто хочет найти себе там игроков, там, кто в паре хочет поиграть. Короче,
Я знаю, что вы знаете, как работать с чатом. Поэтому, ребят, чат комьюнити там есть. Ссылочка на мой телеграм-канал закреплена в описании и в комментариях. А еще на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.